Каждый раз при встрече с этими господами я радушно принимаю их, потому что они обязывают вас к полной искренности, обнаруживают малейшую фальшь и каждую минуту показывают вам тайные вибрации. Так вот, чтобы успешно противодействовать враждебным силам, испытывающим нас на прочность, надо, во-первых, сохранять при встрече с ними абсолютную эмоциональную ровность. Увидел, вот она вошла, эта мысль, что-то она пытается тебе внушить, ты сохраняешь эмоциональную ровность, не анализируешь свое состояние, не ищешь причину его изменения, внезапного изменения. Во-вторых, увидеть в тебе ту эгоистическую мишень, ту проблемную, болезненную точку, в которой они постоянно целятся и стреляют без промаха. Если ты трус, они внушают тебе страхи. Если ты алчный человек, они внушают тебе вот на эту тему что-то. И если ты жадный человек, на тему жадности что-то они тебе внушают. Вот жалко там это, жалко то. Вот. Понимаете? То есть эгоистические мишени, по которым они стреляют, их 2-3 у человека, вам должны быть хорошо известны. То есть они по слабым местам бьют. То есть вы видите свои проблемные места. Вот как только они перестанут вас стрелять, то есть исчезнут эти мишени эгоистические, значит, у вас постепенно налаживается правильная внутренняя работа. Ясно? А так будут вас бить и правильно, будут стрелять по проблемным точкам. То есть у каждого они свои, каждый их должен знать, не обязательно их обнародовать. Понятно? Но знайте свои слабые места. А таковыми могут быть наша трусость, наша мнительность, агрессивность, лицемерие, нерешительность, а также еще чрезмерное рвение к Богу. Тоже вы стремитесь, рветесь. И вот могут вас они вот мотать и на эту тему. Ах, вот ты рвешься, смотри, у тебя ничего не получается. Вот, ну-ка попробуй вот это. И пошло-поехало. Понятно? Так что чрезмерно рваться к Богу не надо. В меру рвитесь. Вообще не рвитесь, а стремитесь. А стремление и рвение – это разные вещи. Ясно? Рвение от эмоций, а стремление – это вот от истинной сущности. Если есть стремление, эмоциональная ровность и молчание ума, то вообще больше ничего не надо. Дорога прямая. Так что вы являете мишенью, понимая при этом пагубность их присутствия в вашем подсознании, вы тем самым раз за разом сбиваете у враждебных сил прицел и постепенно избавляетесь от их пагубного влияния на вашу психику. Вот отсюда становится понятным, почему монахи десятилетиями боролись с бесовскими силами. И их не покидало уныние. Боролись всеми возможными средствами, Иисусовой молитвой, многим рукоделием, то есть отвлекались, страстным взыванием к Богу о помощи. В эмоциональности своей они, конечно, во всем винили дьявола, что он, вот, дескать, этот бес, вот он враг наш главный. Однако, как признавались многие великие христианские подвижники, которые успешно прошли этот негативный опыт, а это Исаак Сирин, Серафим Саровский, Паисий Святогорец и другие, дьявол тут ни при чем. Он лишь исполнитель Всевышней воли, который проверяет нас на прочность. Дьявол смешон, как говорил Паисий Святогорец, если мы противопоставим ему нашу спокойную, уверенную ровность, если мы не будем обращать на его происки никакого внимания. Тогда он становится смешным. Он что-то пытается делать, а вы ноль внимания. Замечательно? Все, и тогда смешно.
И ты ему говоришь: ах ты, дьявол, ты мне помог Бога вспомнить, спасибо тебе, дьяволенок, бесенок, тангалашка, как их Ласково называл, этих дьяволят Паисий. Спасибо, ты мне напоминаешь о том, что Бог есть. Я вспоминаю Бога, когда ты на меня нападаешь. Вы с ним так ласково поговорите, а вы не ласково говорите. Вы какие-то все сухие, не ласковые. С бесами надо ласково говорить. Понятно? Они тоже хорошие. Они инструменты невольные, божественной силы. Их можно приласкать. У них крылышки вырастут. Это падшие ангелы. Поняли или нет?